Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для себя вы что-то обязательно интересное найдете. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши просмотры, лайки, комментарии, пожелания. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. С такими конкретно ниточками мы еще не работали. Так, работали, но немножко с другими. Но и с новым узорчиком. Так, давайте знакомиться, кто еще не знает данную пряжу. Называется она Alize My Baby. Идем дальше. Моточки здесь небольшие, по 50 грамм. В 50 граммах 150 метров. Сразу же, пока не забыла, называют цвет. Цвет 19. В принципе, на камеру передается такой же, какой он есть на самом деле. Дальше, смотрите, по составу это 100% акрил. Так? И нам советуют здесь производители брать крючок от 2 до 3. Ну, в зависимости от узора, какой вы хотите сделать. Более рыхлый, более плотный. От вашей плотности вязания все зависит. Я буду вязать крючком номер, смотрите, 3,5. Так? То есть я возьму крючок чуть-чуть побольше. Вы, в свою очередь, можете брать пряжу точно такую же, можете брать пряжу другую, то есть на ваше усмотрение. Самое главное, вы точно так же прочитаете инструкцию, подберете для себя крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка, в принципе, читабельная, хорошего качества, все понятно. Поэтому, кто умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Но при этом не забывайте смотреть на схемку. Мы с вами провязали элемент, вы посмотрите, как он обозначается. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы в дальнейшем быстро научитесь работать с абсолютно любыми схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я наберу 5 раппортов, это будет 30 воздушных петелек. И еще 5 петелек наберу дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился, вы увидите. Итого я набираю 35 воздушных петелек, а вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, для начала петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее с новичками мы делаем во многих узорчиках уже так. Дополнительно делаем ряд столбиками с накидом. Чтобы вы в воздушных петельках не запутались, да, а в столбиках мы точно не запутаемся. Для этого 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули. И точно так же провязали по 2 петельки столбик с накидом. И так вот вы шагаете в каждую петельку цепочки и провязываете столбик с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. Получается, у меня 35 воздушных петелек. Так? Значит, у меня будет 35 столбиков. Ничего сложного. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте вот так вот аккуратненько, тихонечко, самостоятельно до конца ряда. Угу. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот мы с вами провязали столбики все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. По порядку в следующий столбик верхушку нырнули, провязали столбик с накидом. 1. Следующий столбик с накидом. 2. И в следующий столбик с накидом 3.
Получается, вместе с 3 петельками подъема, видите, это что же имитация столбика. Мы здесь провязали 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Дальше воздушная петелька, накид. Пропускаем 1 столбик и вот в следующий столбик провязываем столбик с накидом. У нас формируется вот такое вот окошечко. Дальше воздушная петелька, накид. Опять столбик пропустили и в следующий провязали столбик с накидом. Мы сделали как бы второе окошечко. Теперь считаем это первый столбик. Дальше по порядку, ничего не пропуская, провязываем второй столбик. И по порядочку третий столбик. Вот такая картина. После 3 столбиков делаем опять 2 окошка. Воздушная петелька, столбик пропустили, следующий столбик с накидом. Первое окошко. Опять воздушная петелька, столбик пропустили и следующий опять столбик с накидом. Второе окошко. И считаем вот этот столбик, получается, как первый. После него идет второй и третий. Поняли, да? Дальше опять будут окошки. То есть вы чередуете. Вот наши первые 3 столбика, окошко, окошко. 3 столбика, окошко, окошко. 3 столбика, дальше будет окошко, окошко. 3 столбика, окошко, окошко. И вот так до конца ряда. Не сложно? Я думаю, что нет. Давайте самостоятельно. До конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, окошки. Ничего сложного, все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем ряд. Вот у нас последние 3 столбика, так, и там, где были 3 петельки подъема, мы делаем накид и в 3-ю петельку нырнули и провязали вот такой вот 4-й столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Дальше воздушная петелька, поворот, и мы над каждым нашим столбиком будем провязывать столбик без накида. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе, столбик без накида. Следующий столбик нырнули, вытянули, провязали. Следующий столбик нырнули, вытянули, провязали. И в 4-й точно так же. Теперь смотрите, там, где у нас была воздушная петелька, мы точно так же на нее нырнули, вытянули ниточку и провязали столбиком без накида. Теперь будьте внимательны. Вот у нас есть столбик, мы делаем накид. Смотрите, как мы будем танцевать вокруг столбика, так скажем. Захватили столбик сзади наперед. Столбик перед крючком, вытянули ниточку, подтянули вот так вот на высоту нашего столбика и оставили на крючке. Считаем. 1. Накид. Точно так же. Вот таким образом за столбик крючок завели, столбик перед крючком, вытянули ниточку, протянули. Считаем. 2. Накид. Точно так же. 3-й раз. 3. Теперь провязали все вместе до последней петельки. 2 петельки на крючке осталось и зафиксировали. Вот такой вот у нас получился рельефный пышный столбик. Количество петелек и количество накидов вы можете здесь самостоятельно регулировать. Вы можете сделать и 5, и 7, и 10. Будет более эффектно. Он, получается, пышный столбик будет более, так скажем, выделяться. Но и пряжа скушает больше. Поэтому смотрите, как вам удобно. Идем дальше. Следующее окошко у нас. Нырнули, вытянули, провязали столбик без накида. Дальше 3 столбика провязываем столбиком без накида. 1, 2, 3. Опять окошко. Нырнули в окошко, столбик без накида. Теперь опять наш столбик, мы около него будем, так скажем, танцевать. Вот здесь я сделала 3 накида, да, и 3, получается, раза набрала петельку. Давайте здесь сделаем 5, ну, для сравнения. Итак, накид. Вокруг столбика захватили ниточку, считаем. 1. Накид. Точно так же. 2. Накид. Точно так же. 3. И вот я сделаю еще 2 раза. 4, чтобы вам для сравнения. И точно так же 5. Теперь все вместе провязали до последней петельки и 2 петельки вместе зафиксировали. Вы посмотрите, какая разница, да? Когда 5, получается, выглядит более эффектно, когда 3 менее эффектно. Но смотря для чего вам необходимо будет. То есть вы можете сделать и больше, и меньше на ваше усмотрение. Все, и дальше опять продолжайте точно так же. В окошко нырнули столбиком без накида, а затем пошли по столбикам. Столбики без накида.
Все, то есть получается весь ряд у нас практически столбики без накида. И только вот этот вот один столбик, мы около него делаем вот такой вот красивый пышный столбик. Напишите в комментариях, как вам нравится больше. Когда 3 или когда 5 петелек набирали. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот что в итоге получается. Я оставила для сравнения вот 5, получается, петелек, 5 накидов. Остальные я сделала по 3. Ну, просто напоминаю, да, кушает пряжи больше, чем надо. Но зато эффектно получается. Итак, заканчиваем мы ряд, получается, столбиком без накида. Тут без особенностей. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. Теперь, смотрите, здесь вы пропускаете один столбик, и в следующий столбик нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. Опять воздушная петелька, пропустили один столбик, и в следующий провязали столбик с накидом. У нас получается вот такие вот 2 окошечка. И опять считаем, это первый столбик. Дальше у нас идет за верхушку нашего пышного столбика, провязываем второй столбик. И следующий, получается, столбик, провязываем третий столбик. Есть. Теперь опять делаем окошки, как вот в первом ряду. Воздушная петелька. Столбик пропустили, в следующий провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Столбик пропустили, в следующий опять провязываем столбик с накидом. То есть мы повторяем точь-в-точь наш первый ряд. Единственное, он у нас смещен в шахматном порядке. Если 3 столбика были здесь, то теперь они вот здесь. Поняли, да? Если окошечки здесь они были у нас в другом положении. То есть в шахматном порядке. Все. И опять первый столбик считаем. Дальше над пышным столбиком будет второй столбик с накидом. И третий столбик с накидом. Все. И вот так вот шагаете. Пропустили столбик. Следующий столбик с накидом. Воздушная петелька. Пропустили столбик. И следующий столбик с накидом. Вот таким вот образом шагаете до конца ряда. Ничего сложного, схемка перед вами. Давайте встречаемся в конце ряда. У вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали наши столбики, наши окошечки. Начали окошечками, да? И заканчиваем, получается, окошечками. Вот 3 столбика. Первое окошко. Столбик с накидом. Воздушная петелька. Пропускаем один столбик и в самый последний провязываем столбик с накидом. И на этом у нас наш ряд заканчивается. Воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Дальше в окошечко нырнули столбик без накида. А теперь вокруг вот этого центрального столбика опять танцуем, делаем накид. И точно так же набираем петельки. Раз, два, три. Как мы делали во втором ряду. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. И опять в окошечко столбик без накида. 3 по порядку столбика провязываем тоже столбиками без накида. Раз, два, три. Поняли, да? То есть вы повторяете вот второй ряд, только он у вас будет смещен в шахматном порядке. Ничего сложного. Окошечко, столбик без накида. И набираем петельки, танцуем около столбика. Раз, два, три. Провязали. Зафиксировали. И опять окошечко и столбики. Поняли, да? То есть вот такие вот элементы в виде пышных рельефных столбиков, они тоже будут находиться в шахматном порядке. Не сложно, совсем не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот у нас что-то такое пупырышчатое появляется, да? Вырисовывается. Вот так вот изнаночка выглядит ровненько, аккуратненько. Вот так вот лицевая сторона. Четко видно пышные столбики. Как мы заканчиваем наш ряд? Получается, вот мы провязали пышный столбик, в окошко провязали столбик без накида, и далее в третью петельку подъема мы провязываем последний столбик без накида, и на этом наш ряд закончен. Теперь 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И провязываем опять по порядку в следующий столбик. Столбик с накидом. Раз. Там, где верхушка пышного столбика, столбик с накидом 2. И по порядку в следующий столбик, столбик с накидом 3. Теперь воздушная петелька. Столбик пропустили, в следующий столбик с накидом. Сделали первое окошко. Воздушная петелька. Столбик пропустили, в следующий столбик, столбик с накидом.
Второе окошко. Угу. Мы повторяем сейчас точь-в-точь, что провязывали в самом первом ряду. Поняли? То есть наша, получается, задача сейчас повторить самый первый ряд точь-в-точь. То есть ничего сложного. Сам по себе, получается, узорчик состоит из двух рядов. В первом вы набираете столбики, окошки, а во втором вы возвращаетесь столбиками без накида и пышными столбиками, рельефными. Потом опять вы провязываете столбики и окошки, только смещаете в шахматном порядке. И возвращаетесь обратно опять столбиками без накида и пышными рельефными столбиками. Все. Сам узорчик 2 ряда, но вертикальный раппорт узорчика получается у нас 4 ряда. Поняли, да? Раз, два, три, четыре. Потом опять раз, два, три, четыре. Все. Ничего сложного. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что симпатично. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Совсем не сложно. Узорчик очень простой. Новички обязательно справитесь. Положите себе в копилочку своих узорчиков. Единственное, что узорчик у нас получается односторонний. То есть пупырышки, вот такие вот пышные столбики, да, рельефные, они с одной стороны, с изнаночной стороны их нет. Но все равно, видите, все ровненько, аккуратненько. Из моей пряжи, из моих ниточек вот так вот тянется узорчик. И вот так вот тянется узорчик. Из вашей может тянуться больше, может тянуться меньше. То есть обязательно провязывайте своей рукой образец, своей плотностью вязания, своим крючком. То есть у всех цифры могут быть разными. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Итак, получается, я набирала 35 воздушных петелек. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. У меня это получается, смотрите, вот, 19 сантиметров. Так. Теперь здесь получается каждая шишечка-бубочка это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И первый ряд с новичками мы провязывали 13. Узорчик ровненький. Так, замеряем. У нас получается вот 11,5 сантиметров. Ну, здорово. Мне кажется, да. Узорчик растет очень быстро, потому что он несложный. Запоминать ничего не нужно. Возьмите себе на вооружение. Опытные мастера наверняка знают такой узорчик. Ну, вспомните, да? Куда можно применить, смотря из какой пряжи. Из данной пряжи это будут кофточки, кардиганчики. Если это будет летняя пряжа, это топики, маечки. Если это будет более плотная зимняя, такая, скажем, пряжа, да, то смотрите, можно и шарфики сделать, снуды. Можно же? Можно. То есть пробуйте, экспериментируйте, не останавливайтесь на одном виде, так скажем, пряжи. Пробуйте из разных. Узорчики универсальные получаются. И из одной и той же пряжи, из одной и той же получается... Один и тот же узорчик из разной пряжи получается совсем-совсем разным. Где-то он выигрышнее смотрится, где-то нет. Для сравнения оставила такую вот шишечку-бубочку. Тут у нас получается 5 накидов, 5 петелек. То есть смотрите, сравнивайте. Кому-то понравится так, не забывайте, что пряжа кушает больше. Кому-то понравится так, тоже пробуйте, вяжите. Я надеюсь, сегодняшний узорчик вам понравился. Не забывайте ставить лайки. Новички, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, вам будет приходить уведомления на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте в свои плейлисты и вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.